Выяснилось, что не все понимают, что такое зразы. Но об этом мы поговорим попозже. А пока вот эту муку, обжаренную на сухой сковородке до приятного орехового запаха, смешанную со сливочным маслом, необходимо поставить на холод. И теперь мы займемся начинкой для приготовления зразов. Начинка для зразов может быть довольно разнообразной. Очень многие, и я в том числе, любят зразы с грибами. Пока что обычные шампиньоны, да к жареному лучку. Если у вас есть сухие белые грибы, замочите их в теплой воде заранее. Промойте, замочите, пусть постоят, пусть разбухнут. И отправляйте их вместе с шампиньонами к жареному луку. Получится очень вкусно. Вот эту воду от грибов, она же чистая вода, просто напоенная грибным запахом. Ее пока что никуда не выливайте. Она еще пригодится. Шампиньоны пока ужарятся, останется их совсем немного. Ну так, чтобы было что пожевать, добавим еще парочку. Не забудьте посолить грибы. Несоленая еда лично мне невкусна. Можно и поперчить. Перца совсем чуть-чуть. Главное не перебить тонкий аромат белых грибов. Пока жарятся грибочки, порежем яйца. Яйца в зразы никогда не кладут целыми. Яйца в зразы кладут только нарезанными. Никогда в зразы не кладут целые яйца. Так можно поступить, когда вы готовите, как это называется, яйца по-шотландски, либо, как я называю это, тухун долма. Вот туда идет непременно целое яйцо. Но ни в коем случае не сваренное вкрутую. А в зразы вкрутую. И, кроме того, порезанная, таким удобным кубиком. Примерно таким же размером, что останется от грибов. Этого, пожалуй, что хватит. Осталось тут одно яйцо, несколько грибов. Ничего страшного. Грибочки пахнут очень ароматно, и они уже вполне себе готовы, поэтому можно смешать их с яйцами, кстати говоря. Не забудь бы посолить яйца, поперчить яйца. И все, отправляем в сковородку. Жарить их уже не надо. Пусть просто постоят вместе, вкусами и ароматами поженятся. Вот сюда можно добавить и зеленый лук, и мелко нарезанную петрушку, но у меня есть идея получше. Потерпите немножко, я с вами обязательно поделюсь. Начинку на холод. Зразы бывают несколько видов. Бывают зразы из рубленого мяса. Бывают зразы даже из картошки.
И бывают самые лучшие зразы, отбивные. Мясо на такие зразы полагается брать самое лучшее. Вот, наверное, те, кто любят стейки, проклянут меня за то, что я такой замечательный кусок мяса допущу на зразы. Но дело в том, что зразы у меня получатся не абы какие. Но как бы это назвали в советские времена? Министерские. Здесь содержится и мясо, и очень вкусный жир. Это неплохая часть, но на зразы она не подходит. Посолить, поперчить пищевой пленочкой. И отбить. Видали? Красиво? Зразы. Я взял на зразы говядину. Разумеется, можно взять и свинину, кто ест свинину. Можно взять и какую-нибудь крупную птицу, например, индюка. Почему бы не сделать из индюшиной грудки зразы? Ну, там, конечно, будут кое-какие особенности, которые следует учитывать. Но говядина – это прямо классика. Мясо я отбиваю не для того, чтобы сделать его мягче, оно и так очень мягкое. Я это делаю ровно для того, чтобы увеличить его размеры. Для того, чтобы в мясо можно было завернуть начинку. Ибо зразы, по сути дела, котлеты с начинкой. И вот здесь, в отношении этой самой начинки, можно фантазировать как угодно. Впрочем, можно же фантазировать и в отношении оболочки. Бывают картофельные котлеты, значит, и зразы могут быть картофельными. На распластанный кусок мяса накладываем начинку. Не знаю, ну вот, пускай будет так. Полная ложка начинки. Помните, я говорил про зелень? У меня осталось немножко. Вот готовил что-то другое, и осталось сливочное масло, смешанное с петрушкой и чесночком. По кусочку в каждую зразинку. Завернуть аккуратным конвертом. Можно обернуть бечевкой, можно обернуть нитками плотными, но можно и взять зубочистку, обыкновенную зубочистку, и защипить зубочисткой. Вот так, вовнутрь, потом наружу. Надеюсь, что удержится все вместе. Ай да зразы! Вот это зразы так зразы. А? Как вам этот размерчик? Можно, конечно, сделать и поменьше размером. Менее вкусными они от этого не станут. Дело не столько в размере, сколько в правильном выборе продуктов, а также в правильном их приготовлении. Скажите, пожалуйста, стоит ли экономить на масле после того, как мы истратили вот столько продуктов? Поэтому берем самое лучшее – топленое. На топленом масле мы будем обжаривать зразы, не доводить их до готовности, а только обжарить снаружи для румяного цвета, для красивого запаха. Ну, вы понимаете. Укладываем зразы конвертиком вниз. Понимаете меня, да?
Очень правильно, в самом начале обжаривания плотно прижимать зразы к сковородке, для того, чтобы вот эта нижняя часть мяса прижарилась, схватилась, стала, может быть, даже отчасти хрустящей и не потеряла форму, когда мы станем зразы переворачивать. Шкварчание мяса изменило свой тон. И это значит, что пора переворачивать. Обжарьте со всех сторон, так, чтобы и красивые они стали, и чтобы запахло все невероятно вкусно. А как еще иначе здесь может пахнуть? Здесь говядина роскошная, которую хоть на шашлык, хоть на стейк пускай. Здесь начинка грибная, масло топленое. Все это, конечно, должно быть очень-очень вкусным. И начинали, и заканчиваем обжарку с нижней стороны, там, где смыкается конвертик. Но теперь сразу со сковородки можно убрать, отложить в сторонку, потому что сейчас мы должны будем сделать грибную овощную поджарку. Знаете, вообще-то говоря, можно было бы обойтись и только вот этой грибной водой. Влить ее в сковороду, загустить при помощи обжаренной муки и сливочного масла. Но во многих книгах написано, что зразы готовят вот с такой овощной пожаркой. Здесь лук, морковка, томаты. Немного было растительного масла. Все это отправляем сюда. Все это отправляем сюда, распределили, залили грибной водой. И необходимо дать покипеть. Покипеть хотя бы минут 10-15, чтобы соус набрался вкусов. Хорошие повара на хорошей кухне держат такое вот подготовленное сливочное масло, завернутое в небольшие пакетики, объемом примерно со столовую ложку, иногда, может быть, с 2 столовые ложки в холодильнике. Когда надо загустить соус, вот так вот добавляют, и соус загустевает. Надо пройти лопаточкой по дну. Мало ли чего, может, где-то мясные соки припеклись. То, что люди, несведущие в кулинарии, говорят, пригорели. Это они не пригорели, они именно что припеклись. Их необходимо поднять, растворить в этом соусе. И, в принципе, у нас почти что все готово. Мы выходим на финишную прямую. Слишком сильно кипятить больше не надо. Необходимо только размешать все. И возвращаем зразы на место, в сковородку, чтобы они немного потушились. Наполовину потушились, а наполовину приготовились на пару. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Накрываем сковородку крышкой. Убавляем нагрев и надо подождать минут 15. Мясо было совсем тоненькое, да мы еще отбили его. И эти несколько миллиметров, конечно, будут готовы очень быстро. И чем дольше мы будем жарить это мясо, тем тверже
будут становиться зразы. Разве это наша цель? Ну вот и все. Готовы зразы. Можно подавать. Но сначала гарнир к такому чудесному блюду. Здесь уже есть овощной соус, достаточно густой. Какой гарнир самый лучший? Разумеется, рис. Разумеется, очень важно не забыть про зубочистки. Хотя рыбу же едим, косточки как-то достаем. Что я хочу сказать? Да не такие уж они и большие. Как раз одна порция. Немного овощей прямо на рис. Ну что, разрежем? Посмотрим, что там внутри. Пожалуйста. Вот это то, что называется зразы. Приятного аппетита и больших вам успехов в кулинарии.